друзья! Мы приветствуем вас на нашем вебинаре, который посвящен весу. Все знания, что нужно знать про вес, про то, как поддерживать вес в балансе, вы узнаете сегодня. Добро пожаловать на наш вебинар! Yes, we can start now. Welcome everyone. Series of webinars. This particular webinar is on obesity. Доктор также вас приветствует и говорит о том, что наш вебинар посвящен избыточному весу или ожирению. Obesity in Ayurveda is called Medo Rog. Ожирение на языке аюрведы звучит как медорога. Medo Rog. Медорога. So Medo Rog means disorder. Meda means a disorder of the fat metabolism that which result into obesity. Рога переводится как дисбаланс или расстройство. Меда переводится как жир. Расстройство жировой ткани, расстройство метаболизма в жировой ткани, которое приводит к ожирению. So, according to Ayurveda, the principle is moderation. Согласно аюрведе, главный принцип – это умеренность. If anybody listen about the obesity, immediately first they think fat is not good. Как только люди слышат эту тему ожирения, первая мысль, которая у них возникает, это то, что жир – это нехорошо. But that is not true. Но это неправда. Fat is one of the important tissue the physiology. Жировая ткань – одна из важных тканей в нашей физиологии. Because fat is as much as good for physiology, the structural physiology, and also that much good for mental health, physical health and mental health. Жировая ткань она важна в равной степени для нашего физического здоровья и для нашего умственного здоровья. Важна для структуры в нашей физиологии. But how much quantity is needed is the most important thing. Но какое количество этого жира надо? Вот в этом и заключается главный вопрос. If fat is sufficient, that means the person having these qualities. Если жира достаточно, значит качество этого жира важно. It's important to have quality, you said. If fat is enough proportion of quantity of physiology, then person feels mentally, physically healthy. Please hold the microphone a little bit more close. Доктор говорит, что если достаточно жира в нашей физиологии, то тогда умственно и физически человек чувствует себя здоровым. Because fat is important for both mental and Потому physical что health. жир важен для обоих аспектов, для ума и для тела. Increased quantity or decreased quantity of the fat in the physiology will affect the mental health and physical health. Поэтому либо увеличение жировой ткани больше нормы, либо уменьшение жировой ткани меньше нормы будет создавать проблемы для физиологии и для нашего ума. So if you see some of the benefits of the fat, not only benefits and also important for health. Поэтому, если вы посмотрите
те полезные результаты, которые приносит жировая ткань нашему телу, нашему организму. A good fats which contains essential fatty acids. This is very important for health, mental health and physical health. It is slide number 3. Is it slide number 3? I am just giving introduction. All right. Please repeat. Fat contains essential fatty acids which are very beneficial to the physiology. Жир содержит необходимые жировые кислоты, которые очень важны для нашей физиологии. Also, it increases the energy, it stores the energy. Также жир, он является той тканью, которая запасает энергию, которая дает нам энергию. And also, fat also helps to absorb certain vitamins like A, D, E, K, fat soluble vitamins. Также в жировой ткани запасаются витамины, которые растворяются только благодаря жиру. Это витамин А, Д, И, К. Эти витамины запасаются и откладываются именно в жировой ткани. So, to absorb these vitamins, so one should have fat, balanced fat, good fats in the physiology. И чтобы усвоить этот жир, каждый человек должен иметь необходимое сбалансированное состояние жира. Fat not only creating oiliness, unctuousness, lubrication in the food, the same qualities which brings into the mind and physiology, mind and body. Необходимое количество жира не только дает умасление, маслянистость в нашей пище. Необходимое количество жира также необходимо нашему уму и телу. It increases the satisfaction of the food. Увеличение удовлетворения от пищи также мы получаем благодаря жиру. And also, fat also a balanced fat which is beneficial to the bone tissue. И самый главный момент, что сбалансированное количество жира очень полезно костям, ткани кости. And a balanced fat which is beneficial to all the neurons, because every neuron has a myelin sheath that has the fat coating. So without that fat coating, the message cannot process properly. So that's why it is very important. One should have a good fats and also balanced amount in everyday life. И что самое важное, что сбалансированное количество жира очень нужно нашим нейронам, потому что каждый нейрон содержит миелиновую оболочку. Это покрытие, которое имеет каждый нейрон. И если этого покрытия жирового нет, то тогда нет обработки, нет правильной обработки информации. И послания нервной системы не обрабатываются правильно. Поэтому правильное сбалансированное количество жира необходимо нам каждый день в нашей каждодневной жизни. So that's why, even though people think, oh, fat is not good for heart, but that is not true. Fat is good for heart, fat is good for brain, fat is good for joints, fat is good for skin, fat is good for eyes, fat is good for even in the bones, for bones. So fat is very essential physiological structure in human physiology. И некоторые люди говорят, жир не хорош для сердца. Но это неправильно. Жир очень хорош, очень полезен для сердца, очень полезен для мозга,
очень полезен для наших суставов, для нашей кожи, для наших глаз. Жир очень полезен для наших костей. И таким образом жир – это необходимая физиологическая структура, которая нам нужна, которая у нас есть. So it is one of the essential food in daily life. Поэтому жир – это необходимая пища в нашей каждодневной жизни. But basically what is important to understand, selection of fat, either good or bad. There are two types of fats, good fats and bad fats. Очень важно различать, какой бывает жир. Есть два типа жира. Есть хороший жир и есть плохой жир. И очень важно их различать. So, good fats means monounsaturated fats, monopolyunsaturated fats, monounsaturated fats and monopolyunsaturated fats. These are good fats like omega-3, omega-9, these fats. Good fats. It means saturated, polysaturated fats are good. Unsaturated. Monounsaturated. Итак, ненасыщенные жиры считаются очень полезными, очень хорошими. К таким ненасыщенным жирам относятся, к примеру, омега-3, омега-9. То есть они ненасыщенные. So, the good fats actually in the scientific research shown to improve good cholesterol. И как показывают научные исследования, эти ненасыщенные жиры, они даже создают хороший уровень холестерина. So that improving the good cholesterol, you can reduce the heart disease, stroke, autoimmune diseases like that. И когда создается в организме хороший холестерин, то это прежде всего влияет на здоровье сердца, это является профилактикой против сердечных болезней, профилактикой против инсульта и любых аутоиммунных расстройств. Also help to reduce the risk of diabetes. Также правильное количество холестерина понижает риск к заболеванию диабетом. Promotes the nervous system. Укрепляет нервную систему. And also it helps to absorb the vitamins, as we said, A, E, D, K. И как мы говорили ранее, правильный жир помогает усвоить необходимые витамины для нашей физиологии. And also maintain good immune system. И помогает поддерживать хороший уровень иммунной системы. And also helps to promote cell development. Помогает укрепить здоровье в целом. So these are all very good things by taking good fats, which is essential for the mind-body. И все эти результаты говорят о том, насколько важно правильное количество жира для нашего ума и для нашего тела. So bad fats like trans fats, animal fats, which are opposite value. Что же такое плохой жир? Плохой жир в основном мы получаем от животных. Это любые животные жиры. И такой жир, он создает абсолютно противоположный эффект тому, что мы уже сказали. For example, first thing what they do, increase the bad cholesterol. В первую очередь, что люди наблюдают, когда употребляют плохой жир? Сразу же растет холестерин. Decrease the good cholesterol. И уменьшается
хороший холестерин. And also increased risk factors for vascular diseases. Увеличивается сразу же фактор риска всех сосудистых заболеваний. Because this increase bad cholesterol and decrease good cholesterol will result into oxidation in the vessel, so that can cause vascular disease. For example, like coronary disease, stroke, different things. Мгм. И как только растет плохой холестерин и уменьшается хороший холестерин, сразу же происходит окисление в сосудах. И это окисление в сосудах сразу же повышает фактор риска всех сосудистых заболеваний. Это прежде всего коронарные болезни сердца, это прежде всего риск инсульта. For example, some examples for bad fats like donuts, French fries, baked goods, including pastries, pies, pie crust, biscuits, pizza, like margarine, shortenings, the breads. These are all contains the bad fats, trans fats, hydrogenated fats. И прежде всего плохие жиры содержатся в любой жареной, глубоко обжаренной пище. Это, конечно, любые чипсы, картофельные чипсы, это любые жареные блины, жареные пирожки, это пицца, это все, что содержит маргарин, любая жареная пища. So, good fats, for example, mainly number of vegetable oils, canola oil, sunflower oil, contains omega-9, omega-3. Also some fish, corn oil, fatty fish, such as salmon. You said that animal fat is not very good fat, but what about fish fat? Is it suitable? Is it good? Oil. I cannot hear you answer. Please repeat again. I am continuing. Don't interrupt me. All Fish right. oils I am talking, as well as fatty fish such as salmon, mackerel, herring, trout. These are the types of fish suggested. Also, it contains a lot of omega fatty acids. So that is. Хороший жир содержится во многих растительных маслах, таких как канола, подсолнечное масло. Также рекомендуется в пищу добавлять разные виды рыбы, потому что в рыбе тоже содержится полезный жир, такой как омега-3 и омега-9. Okay. Окей. So another thing is yes, obesity and cholesterol, two different things. Cholesterol is because by taking the bad fats, which increase the cholesterol by increasing the LDL and decreasing the HDL. This is the ratio of the good and the bad cholesterol, good and bad fats. The ratio is, if it is ratio is too high, cholesterol is high. That is, one should understand. There is no different. There is no direct connection. Obesity is a different subject. Cholesterol is a different subject. People have no obesity, but maximum cholesterol could be there. People have obesity and no cholesterol, also possible. Теперь доктор хотел бы вам рассказать, что ожирение и холестерин – это абсолютно разные вещи. Холестерин появляется из-за того, что люди употребляют именно плохой жир. И в показания холестерина входит плохой холестерин и хороший холестерин. И когда разница между этими двумя типами холестерина очень большая, то это значит холестерин очень высокий, и это нехорошо.
То есть он хотел бы, чтобы вы поняли, что есть люди, которые страдают ожирением, и у них абсолютно нормальный холестерин, а есть люди, у которых нет ожирения, но может быть максимально высокий уровень холестерина. Поэтому ожирение и холестерин – это разные вещи. So, this introduction why I am giving, people misunderstanding cholesterol and obesity. So there are two different topics. But, почему он об этом говорит? Потому что люди неправильно понимают эти два значения, эти два термина. Поэтому он вам объясняет. Obese people are prone to cholesterol. Люди, которые страдают ожирением, у них уже есть естественная тенденция к повышенному холестерину. But there are so many other reasons for cholesterol. Stress is one reason, indigestion is another reason, obesity is one reason, bad eating habits are another reason, diabetes is another reason, hormonal imbalance is another reason, so many other reasons for cholesterol. И для накопления холестерина всегда есть много разных причин. Например, стресс – это одна из важнейших причин накопления холестерина. Несварение – еще одна причина. Ожирение – еще одна причина. Неправильные привычки в питании – еще одна причина повышения холестерина. Гормональный дисбаланс и так далее. Таких причин очень много. Okay, so now we will come to our main topic, obesity. Теперь мы переходим к нашей основной теме, которая является ожирением. Obesity specifically refers to an excessive amount of body fat. Что же такое ожирение? Это чрезмерное, избыточное состояние жира в нашем теле. Overweight. I'm using a second name that is called overweight. Overweight refers to an excessive amount of body weight that includes muscle, bone, fat and water, etc. Obesity and overweight. There are two terms. Obesity is specifically refers to an excessive amount of body fat. But overweight refers to an excessive amount of body weight that includes muscle, bone, fat and water. These people also looks obese, but it's not obese, it's excess weight. Obesity. Okay. Is it fat? Yes. Доктор хотел бы рассказать еще разницу между ожирением и чрезмерным весом тела. Что же такое ожирение? Ожирение – это избыточное накопление жировой ткани в теле, именно жировой ткани. Если мы говорим о чрезмерном весе, чрезмерный вес включает в себя накопление мышечной жировой ткани и воды. И люди с избыточным весом, точно так же, как и ожирение, выглядят полными, они выглядят похожими. What is obesity? What is overweight? Obesity means an excessively high proportion. Close microphone, please. Obesity means an excessively high proportion of body fat. Ожирение означает чрезмерно высокое содержание жира в организме. Overweight refers to an excess body weight, but not necessarily body fat. Избыточный вес означает чрезмерную массу тела, но не обязательно жировой ткани. Then how do we know whether it is excess fat or excess body weight? There is a clinical diagnosis. That is, health professionals use a measurement called body mass index, BMI. И как же мы узнаем, то ли это накопление жировой ткани, то ли это просто накопление массы тела?
Эксперты в здоровье используют специальное измерение, которое называется индекс массы тела. So, to classify an adult's weight as healthy or overweight or obese. So, through this BMI, basal body mass index, to see whether healthy weight or overweight or obese. This is the a diagnostic procedure. Итак, есть специальная диагностическая процедура для того, чтобы можно было понять, либо это здоровый вес, либо это чрезмерная масса тела, либо ожирение. Есть этот специальный индекс массы тела. So, BMI describes body weight relative to height and is correlated with the total body fat content in most adults. So, that means their weight is compared to their height. И как же делается этот индекс массы тела? Он учитывает в среднем среднее количество жира в организме у большинства взрослых людей. И есть специальные пропорции, когда вес соответствует росту. Вес соответствует росту. Generally, the higher your BMI, the higher your health risk. И обычно делается так, что чем выше индекс массы тела, тем выше ваш риск страдать ожирением. And also, it refers to your waist size. If the waist size is increasing more than 40 inches for men and 35 inches for women, then they are more in health risk. И также этот индекс массы тела, он включает в себя измерение вашей талии. И риск увеличивается больше, если размер талии больше, чем 100 сантиметров у мужчин и больше, чем 89 сантиметров у женщин. Okay. So the next, how is obesity is measured? Whether you are healthy weight or overweight or obese. So based on this measurement, one can decide easily. Through this. Итак, что же такое индекс массы тела? Как он работает? Чтобы вы могли понять, либо это нормальный здоровый вес, либо это избыточный вес, либо это ожирение. So this is how to calculate was mentioned according to your height and weight to be taken consideration. So if BMI is 19 to 25, it is the normal range. If it is 26 to 30, overweight, and 30 and higher is obese. BMI 40 and higher, extremely obese. Итак, индекс массы тела, конечно же, он рассчитывается, учитывая ваш рост и ваш вес. И индекс массы тела, если он от 19 до 20, то он считается нормальным. Если от 26 до 30, это значит, у вас есть лишний вес. Если выше 30, то это ожирение, и выше 40 это сильное ожирение. So now next slide will show the obesity measurement and health risk waist or hip ratio, waist to hip ratio. Следующий слайд вам расскажет соотношение талии к бедрам и соотношение фактора риска. For men, 90 centimeters or below is low risk. 96 centimeters is moderate risk. More than 1 meter is high risk. Итак, для мужчин, если объем талии ниже 90, то риск очень минимальный. Если объем талии от 96 до 1 метра, то это средний риск. И если выше 1 метра, то это высокий риск. For women, 80 or below is low risk. 81 to 85, moderate risk.
above 85 centimeters is high risk. Для женщин, если объем талии 80 сантиметров и ниже, это минимальный риск. Если от 81 до 85 это средний риск. Если выше 85, то это высокий риск. If you see this in say inches, and men above 40 is high risk, and women above 35 is high risk. То есть, если вы посмотрите на измерения, то для мужчин больше 96, больше 100 это уже высокий риск, и для женщин больше 85 это уже высокий риск. Next slide shows the prevalence of obesity in the world. Следующий слайд показывает распространенность ожирения по всему миру. World Health Organization reported globally with more than 1 billion adults overweight. That means almost to 20% of adults are overweight. At least 300 million of them, means 1/3 of them, is clinically obese, overweight and obese. Okay. По данным... 20% is... How many percent? Итак, согласно данным Министерства здравоохранения, в мире более 1 миллиарда взрослых с избыточным весом, и 300 миллионов из них страдают уже клиническим диагнозом ожирением. So, CDC means that another organization report more than 72 million people that are more than 1/3 of the US adults, 16% of US children are obese. This is in the US. И по данным Центра контроля заболеваний именно в Америке более 72 миллионов американцев, это треть взрослого населения. И 16% детей в США страдают ожирением. If you see the next slide, this world obesity record statistics will be shown. And here if you see, South Africa is the maximum number of cases. And the next one is North America and the Middle East coming. And the next one, if you think third condition, Central Latin America, and then North America is also equally there. And then Eastern Europe. So that is also fifth or sixth place is there. Итак, если вы посмотрите эти графики, рост распространения ожирения по странам, вы увидите, что в Южной Африке процент ожирения самый высокий. На следующем месте идет Средний Восток и Северная Африка. Центральная Латинская Америка на 3-м месте. Северная Америка на 4-м месте. Восточная Европа на 5-м месте. По проценту ожирения. So almost to 5th place. So very important. One should be careful about what they are eating and how they are digesting. Поэтому наша страна, она относится как раз к странам Восточной Европы, и мы стоим на 5-м месте по распространению ожирения. Поэтому вы должны быть очень осторожны, все мы должны быть очень осторожны насчет того, что мы кушаем и как мы это перевариваем. Cause of obesity. Next slide. Следующий слайд – причины ожирения. So here, what is two things? What is coming in, what is going out. Итак, How many calories we are ingesting, how many calories we are burning. This is the most important thing. The ingestion and the burning both are same, then it maintains good health. If ingestion is more, burning is less, results into obesity.
Итак, причины ожирения. Здесь очень важно, что входит внутрь и что выходит вовне. Сколько мы употребляем калорий и сколько мы сжигаем калорий. Если мы сжигаем калорий меньше, чем мы употребляем, то это и есть основная причина ожирения. So that is the most important thing. So one should be very careful how much we are eating, how much we are digesting, how much we are transforming into a good fat, and how much we are burning. That is the most important. Итак, очень важно, чтобы каждый из нас понимал и следил, что мы кушаем, сколько мы принимаем еды внутрь, сколько из этой еды мы способны переварить, сколько из этой трансформированной пищи мы можем усвоить в жир и сколько мы можем расходовать в виде калорий. And other factors are mentioned in the next slide. Could you turn to the next slide? So Already. number one, genetic factors. So if the family history obesity, and it's possible to get obese. Genetic Конечно factors. же, есть еще и другие факторы для ожирения. Например, генетические факторы. Если у кого-то в семье есть родители или близкие родственники с ожирением, то это высокий риск страдать ожирением. Environmental factors, lifestyle, behavior, diet, lack of physical activity, all those things. Также разные факторы окружения. Это и стиль жизни, это поведение, это питание, это недостаток физической нагрузки. Все это влияет на ожирение. And also very important, the place where they are living and the atmosphere and the food, what is available there also depends on increasing weight or obese. Конечно же, еще один фактор – это где вы проживаете, место проживания, атмосфера проживания, пища, которая доступна в этом месте проживания. Все это влияет на факторы ожирения. Social factors, here we say poverty and a lower level of education. Because of poverty and the lower level of education, try to eat whatever is possibly available without any conscious of thinking whether it is good food or bad food, so that there is a chance of gaining weight. Также культурные факторы – это, социальные факторы, такие как бедность и низкий уровень образования. Потому что если присутствуют эти факторы, люди без осознанного мышления, они едят то, что доступно, они не рассматривают пищу на хорошую и плохую. Next causative factor is cultural factors, such as type of food, way of cooking is different. That means people using lot of oils, eating lot of deep fried foods in their tradition, in their culture. That is natural for them. So continue eating those rich foods and contains rich oils, so that naturally gaining weight. Также культурные факторы, такие как разные виды пищи и разные пути приготовления. Есть страны, в которых люди традиционно используют очень много масла для приготовления. И когда они кушают эту насыщенную пищу, то, конечно же, фактор риска заболеть ожирением очень повышается. Also, certain diseases can cause obesity. For example, hypothyroidism because of low metabolism. И также некоторые болезни напрямую влияют на проблему ожирения. К примеру, такая болезнь, как гипотиреоз. Гипотиреоз – это низкий уровень метаболизма. И, конечно же, у человека есть фактор риска заболеть ожирением. Cushing syndrome, polycystic ovarian syndrome, all like hormonal imbalance. So
fluctuation in the weight also possible. Следующий пример болезни – это синдром Кушинга, синдром поликистоза яичников. Это все гормональные дисбалансы, и они также создают риск заболеть ожирением. Also, some pharmaceutical drugs like steroids, antidepressants also can cause. Также разные медицинские препараты, такие как стероиды и антидепрессанты, они также создают этот риск заболеть ожирением. Next, if you see physical factors, television watching. So Теперь that is физические another факторы. one of the main reason. Физические факторы. Television watching has been demonstrated to be linked to the onset of obesity. Very interesting. The more TV one watches, the greater the degree of obesity. TV watching leads to childhood obesity and excess weight in adults. This is the research as shown in the science magazines. So television watching is one of the main causative factors, physical causative factors. Просмотр телевизора – один из важных физических факторов, которые приводят к проблеме ожирения. И это научное исследование, которое было опубликовано в одном из известных журналов. Просмотр телевизора было наглядно показано, что начало глобального распространения ожирения в мире связано с просмотром телевизора. Чем больше времени проведено у телевизора, тем большей степень ожирения. Просмотр телевизора приводит к детскому ожирению и избыточному весу у взрослых. So if you see the next point, that women who watches regularly more than 3 hours television has more overweight or obese compared to women who watch television 1 hour or less than 1 hour. So this is very clearly shown a clinical study. Итак, следующее клиническое исследование говорит, что исследование взрослых женщин продемонстрировало связь между временем, проведенным перед телевизором в неделю, и ожирением. Оказалось, что страдающих ожирением женщин, которые, по их словам, смотрели телевизор более 3 часов в день, было в 2 раза больше по сравнению с контрольной группой женщин, которые смотрели телевизор менее 1 часа в день. Next slide, if you see, physical inactivity means lacking exercise. Couch potato, sitting all the time in the home and then sitting in couches. This inactivity of the physical body, that which consumes excess calories of food and not able to spend those calories, also causing overweight. И следующий фактор – это физическая неактивность. То есть американцы – это нация, которая ведет сидячий образ жизни. Несмотря на снижение потребления калорий в среднем на 40% в течение последних 130 лет, снижение физической нагрузки было еще больше. То есть у людей, страдающих ожирением, потребление калорий превышает потерю калорий при физической активности. То есть прием пищи и прием калорий внутрь превышает их сжигание из-за физической неактивности. You don't need to read everything. Simply explain each slide. Next, another causative factor is dietary causative factor. In the dietary causative factor, an excess starch diet is one of the main reasons. Следующий фактор. Okay. For example. Go ahead. Следующий фактор – это избыток крахмала в пище. Это еще один фактор, который добавляет риск заболеть ожирением. People say white diet. White diet means using white flour in every food material. So, for example, like bread, pasta, rice, it contains a lot of starch, not beans. Beans has more protein. Okay, so like white food, sandwiches and pasta, pizza, like bread, eating, nothing else. So that is called starchy diet. Potato.
potato, pasta, pizza, bread, like that. Также есть такой термин, как белая пища, белое питание. Это когда люди используют, например, белую муку в любой пище, в каждый прием пищи, который они употребляют. Это и белый хлеб, это белые макароны, спагетти, мучное, это рис, это бутерброды, это пицца, это картофель. То есть все белое в каждый прием пищи, и это содержит большой процент крахмала. Next slide shows modern concept processed food. What is processed food and its impact on obesity? В прошлом слайде еще Вадя сказал, что фасоль содержит больше белка, а не крахмала. То есть он как бы уточнил этот момент. Следующий слайд. Современная прошедшая обработку пища. Dr. Rajendra Sharma, Medical Director of the Hale Clinic and author of the Family Encyclopedia of Health, he reports this information. Доктор Раджендра Шарма, медицинский директор клиники, он сделал отчет, следующий отчет по поводу ожирения. So, what is he says? Who eat modern processed food and they are prone to obesity. И этот отчет говорит, что те люди, которые очень склонны есть современную обработанную пищу, они очень склонны к заболеванию ожирением. The animals which are grown, specifically feeding them with high calorie fattening food and hormones that will fatten them quick. That means animals are given foods which make them grow very fast and big, so that they can get a lot of meat from them. So the animals are grown like that, which naturally impact is to increase weight. То есть любой вид мяса, который в настоящих условиях люди выращивают, это курица, говядина и так далее, выращиваются путем откармливания животных пищей с высокой калорийностью, для того, чтобы животные быстро росли, и для того, чтобы они могли получить много мяса от этих животных. И люди, употребляющие такое мясо, у них также создается тенденция к нарушению веса. Including the animal products, milk, eggs. So these chickens are fed with hormonal foods, so that we get those hormones through this by the byproducts, so that one can easily disturb their hormones and also can increase their weight. И люди, которые употребляют не только мясо, но и другие продукты животных, которых кормят гормонами, это и молоко, и яйца, то есть любая пища, которую мы получаем от животных, которых кормят гормонами, влияет на наши гормоны, влияет на нарушение нашего веса. Next one, next slide. One of the reason is low metabolism. Low metabolism, many reasons. Следующий фактор, который создает тенденцию к заболеванию ожирением, это низкий метаболизм. И для того, чтобы или в низком метаболизме также участвует много разных факторов. So, for example, mental factors and physical factors, stress, unhappy, and grief, and also depression, these qualities which decrease the metabolism. Если мы рассмотрим умственные факторы, которые влияют на низкий метаболизм, то это и стресс, это состояние, ощущение несчастья, это горе, печаль, депрессия. Это все умственные факторы. Physical factors, lack of exercise, and also not eating enough spices,
and not eating good food, cooked food, balance in nutrition, all these factors, physical factors. Sleeping Физические daytime. факторы. Мгм. Физические факторы, которые влияют на низкий метаболизм, это прежде всего недостаток упражнений. Это недостаток использования специй в нашем питании. Это недостаток хорошей пищи, вареной пищи, недостаток сбалансированного питания. Также дневной сон. Все это создает низкий метаболизм. Next slide. Emotional and mental factors. As we said, these mental factors, when person is under emotions or psychologically ill, then what happens? Food is often used as a source of pleasure by some people. See, this is one of the mistake by mistaken intellect. Эмоциональные и психологические факторы на состояние ожирения. Иногда под влиянием эмоций люди начинают есть, начинают просто есть. Некоторые люди воспринимают еду как источник наслаждения. So they solace on food to make some happiness through that food. So some people eat chocolate, some people eat cheese, some people eat peanuts, some people eating some raw vegetables, something. They try to gain some pleasure through eating. Эти люди, они пытаются получить свое счастье через сам процесс поедания чего-либо. Некоторые люди очень любят есть шоколад, или есть сыр, или есть арахис, или есть просто сырые овощи. Они что-то едят для того, чтобы получить наслаждение. So because of their state of mind, because of their issues, their inability to find the source of pleasure other than the foods is absent. So simply they try to find the source of pleasure through food. So immediately they jump on the food. Итак, такие люди, они зависят именно от еды, так как считают, что еда – это их единственный источник наслаждения. Они не в состоянии найти какой-то другой источник наслаждения в жизни, поэтому они зависят именно от еды, то, что ближе и то, что доступнее. So that is one thing. And also there is a kind of belief, eat as much as and do exercise, doing exercise. So, but these are both are detrimental for obesity. Eating how much you are eating, how much you are exercising, that is also very important. Moderation is the most important. Not thinking I will eat as much as I want, I will do as much as I want, exercise. So I will compensate my eating habits through my exercise. That is not right. Eating И также moderation. многие люди думают, что я буду есть столько, сколько я захочу, и потом я буду делать упражнения, чтобы сжечь те калории, которые я употребил. Но на самом деле это тоже не совсем правильно. Во всем нужна умеренность. И думать так, что я наемся или съем сколько хочу и потом сделаю сколько хочу упражнений, это тоже неправильно. Это приводит к избыточному весу. Some people simply love the food. They are so much attached to the food. Without food, they cannot live. So that kind of attachment. Некоторые люди просто любят еду. Они думают, что без пищи они не могут жить. Это такой вид привязанности или даже зависимости, зависимость от пищи. Some people subconsciously equate food with emotional comfort. Even they don't know they are doing that, but subconsciously they do that. That is, they also increase weight. Некоторые люди думают, что даже подсознательно, они даже не думают, они просто подсознательно чувствуют, что еда создает какой-то эмоциональный комфорт. Поэтому им нужно кушать для того, чтобы эмоционально чувствовать себя хорошо. And people eating to cope up with feelings of depression, failure, low self-esteem, these conditions. Also, they try to eat more.
more. So in that state also people gain weight. Также люди, которые страдают депрессией, может быть, неудачники, может быть, люди, которые себя недооценивают, они считают, что они должны есть больше. И это приводит их к ожирению. Some use the food to reward themselves for even minor accomplishments. Некоторые люди используют пищу как награда самому себе. Даже за какие-то мелкие и незначительные достижения они дают себе награду в виде пищи. And also another issue, simply eating is a habit, some people. That can cause also obesity. И еще один фактор – еда как привычка. Просто как привычка. Эта привычка приводит к накоплению веса. And also depending on convenience, means they don't want to cook at home and they don't want to spend in the kitchen. Simply go and buy some food or take some food from the hotels and eat in the hotels. So convenience. Также то, что людям подходит, какие-то подходящие факторы, какие-то факторы комфорта. То есть вы не хотите готовить дома, вы не хотите проводить время на кухне, поэтому вы идете куда-то и кушаете то, что доступно. То есть вот этот фактор комфорта также влияет на то, что вы в конечном итоге накапливаете вес. So that is also leads to the obesity. Это ведет к накоплению веса и ожирению. Social factors. So now in the modern society, for everything there is a function, or there is a meeting, there is a get together. So many things are happening. There is weekend parties, weekdays parties, night parties, web parties, achievement parties, target parties. Different things are happening. So what is happening in this social affairs? Mostly they are depending on heavy breakfast, heavy lunches, dinners, a lot of desserts, high and rich, and then high caloric diet. They are generally eating because it's served for free. So people are eating too many things and then too much, so that leading. Также очень часто используются разные социальные факторы, и это как праздники, то ли это бизнес-ланч, то ли это какая-то вечеринка, то ли это день рождения, то ли это выпускной. То есть разные светские мероприятия, и это могут быть бизнес-завтраки, обеды или ужины. И такие социальные мероприятия всегда предлагают очень насыщенную пищу. И люди очень часто наедаются такой насыщенной, высококалорийной пищей. И просто много едят на таких мероприятиях. Это один из факторов, который приводит к ожирению. Это были основные факторы, основные причины, факторы, которые ведут к заболеванию ожирением. Why we are discussing, if you can avoid these causative factors, it is very easy to maintain a good weight and easy to reduce gradually your weight. So that's why one should be aware of these causative factors. What is causing weight increase? Если вы сможете избегать этих факторов или же постепенно их уменьшить, то, конечно, вам будет очень легко поддерживать состояние хорошего веса, вам будет легко уменьшить или постепенно уменьшить ваш вес. Но для начала вы хотя бы должны знать, что это за причины и факторы, чтобы их избегать. Next slide. The medical hazards of obesity. So obesity can affect all our body, head to toe.
И что же это за риски для здоровья, когда человек страдает ожирением? На самом деле этот процесс ожирения влияет на все наше тело, от кончиков пальцев до волос, на все тело включительно. So stroke, heart problems, and joint problems, and vascular problems, blood vessels like varicose veins and inflammation in the blood vessels, all those conditions can happen. Прежде всего, это огромный риск для инсульта, огромный риск для сердечных проблем, для суставов, для повреждения суставов. Это вероятность развития сосудистых проблем, прежде всего, как варикозное расширение вен или разные воспалительные процессы в сосудах. Next, health risks. Next slide. Риски для здоровья. Obese people has number one is type 2 diabetes. Первый риски для здоровья. Прежде всего у людей, которые болеют ожирением, у них высокий риск заболеть диабетом второго типа. Heart disease, stroke. You can read those things. Окей. Это сердечные проблемы, инсульт, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, рак толстой кишки, прямой кишки, простаты, рак желчного пузыря, матки, шейки матки, яичников, болезни желчного пузыря и желчных камней, жировая болезнь печени, артроз, подагра, дыхательные проблемы, апноэ, репродуктивные проблемы у женщин, в том числе нарушение менструального цикла, бесплодие. Infertility and impotency also. И не только бесплодие, но и также импотенция. Бесплодие и импотенция тоже. So now we are coming how to losing weight. Теперь мы подходим к интересной теме, как же снижать вес, как похудеть. Most overweight people should lose weight gradually. This is number one principle. Самый первый принцип, что большинство людей с избыточным весом должны терять вес постепенно. So one should not hurry to lose weight. Человек не должен слишком спешить в процессе похудения. People with serious health problems associated with obesity may have legitimate reasons for losing weight rapidly. So that is a different condition. That is also to be under the supervision of the physicians. They should do rapidly losing weight. Иногда людям с серьезными проблемами со здоровьем, связанных с ожирением, разрешается терять вес быстро. Но в таких случаях очень важно быть под наблюдением врача. So the first two main sources of losing weight is number one, regular physical activity. Number two, maintaining healthy eating habits. Any clinic you go, anywhere you go, Ayurveda, allopathy, or any systems, these two main things. Number one, regular physical activity means exercise and how to use your body, how to use your mind properly. And also second one is eating good foods. И есть два основных подхода в любой точке мира, в любой медицине, то ли это аюрведа, то ли это современная медицина. Эти два основных подхода к похудению. Первое – это регулярная физическая активность, и второе – это поддержание здоровых привычек в питании. То есть первое – это когда вы делаете упражнения, и вы вообще поддерживаете активность ума и тела, и вы знаете, как правильно использовать свой ум и тело. И второе – это хорошая пища, правильная сбалансированная пища. So successful, next slide, successful weight loss. Some principles here, these are very important. Don't
think when the recipes comes. Before the recipes, these points are very important to understand. Успешное похудение. Что такое успешное похудение? Не ждите от нас, что мы дадим вам какие-то рецепты. Мы дадим вам некоторые пункты, которые еще более важны, чем рецепты. So successful weight loss, healthy weight management depends on sensible goals and expectations. This is too important. Sensible goals and expectations. Успешное похудение и контроль над весом зависят от правильных целей и ожиданий. Вот эти два момента доктор подчеркивает: правильные цели и ожидания. And taking help of physicians, dietitian and other experts agree that the best way to lose weight is to eat fewer calories and increase your physical activity. Eat fewer calories. But here one principle. But no need. Итак, конечно же, очень важно использовать помощь. Эта помощь может быть врача, диетолога, других специалистов, чтобы потерять вес. Но самое главное – это употреблять меньше калорий и увеличить физическую активность. So make sure this point is very important. Этот момент очень важен. Increasing your quantity of food is not beneficial for losing weight. What is you need to do is decrease the calorie value of the diet, but eat sufficient quantity which satisfying your hunger. Вы должны понимать, что уменьшение количества пищи – это не ваш способ для похудения. То, что многие люди думают ошибочно. Очень важно есть меньше калорий, то есть пища должна быть просто менее калорийна. И есть нужно в достаточном количестве. Одновременно нужно увеличить физическую активность. And increase your physical activity. Decrease your calories in the food, not in the quantity of food, but increase your physical activity. Итак, уменьшить калории в пище, но это не значит, что уменьшить само количество пищи, и увеличить физическую активность. Next, three important points to remember. We discussed these three. Again, we are trying to tell you. Successful weight loss involves three main points. Number one, controlling eating habits. Три важных момента для похудения. Доктор очень просит, чтобы вы помнили об этих важных моментах для похудения. Первое – это контроль над своими привычками в питании. Regular exercise. Регулярные упражнения. And avoid the cause of weight gain. As we discussed, there are many causative factors which contributes the weight. So find out what is your causative factor and avoid that causative factor. И также избегание причин увеличения веса. Мы с вами только что проговаривали все причины, которые ведут к увеличению веса. Пожалуйста, найдите свою причину и избегайте именно своей причины. Next slide, very important lesson this one. Weight loss and motivation. Следующий слайд, один из важных слайдов, называется «Похудение и мотивация». See, if anybody is failing to lose weight, the main reasons are these 6 reasons. Not the physician, not the drugs, not the diet, not the exercise, not. These are the main 6 reasons which are naturally makes one to fail losing weight. Итак, если вы терпите неудачу в своем процессе похудения, то это не значит, что виноват доктор или травы, или пища, или упражнения. Есть другие факторы, которые вы, возможно, не учли в своем процессе похудения. Shall I read it? Shall I read it? Vadya Manahar, shall I read these factors or you will read first? I am explaining each factor. Please, okay. Motivation. Motivation means what is the reason and also
how to motivate to lose weight. Means motivation should not be because of you are not looking good, that's why I want to lose weight. That motivation is not a proper motivation. Motivation should be how to feel good, good health, how to feel happy inside. That's the most important motivation. Также очень важна мотивация. Он говорит, какая же у вас мотивация для вашего похудения. Если вы думаете, что я нехорошо выгляжу и по этой причине я решил похудеть, это не совсем правильная мотивация. Будет лучше, если вы будете думать так, как чувствовать себя хорошо, как чувствовать счастье, как чувствовать внутреннее счастье. И именно по этой причине я хочу похудеть. A strong determination. Determination is based on state of being. When you are being means being yourself, then you will have a good determination. Следующий момент — решительность. Решительность в достижении этой цели. Что такое решительность? Это состояние бытия внутри себя. Насколько вы близки самому себе, настолько же сильна и решительность. Staying with the principles means one should have patience. This is the most important principle of life. The patience will pay. The patience will care. Will pay. It will pay for you. If you have patience, it will pay back. Окей. Следующий принцип — это придерживаться принципов и правил похудения. И в этом принципе очень важно иметь терпение, потому что ваше терпение, оно как раз и оплатит все ваши стремления к похудению. Path to accomplishment. Path to accomplishment, one should have motivation, determination, staying with the principles, and perseverance. Means not give up. Then only you will have path to accomplish. Perseverance. Итак, план действий. Для того, чтобы план действий был полный, нужна мотивация, решительность, придерживаться принципов и должна быть настойчивость. Next one is reaching goal. When you have a good perseverance, perseverance means trying, then naturally you will reach the goal. Naturally you reaching the goal. Итак, когда у вас будет достаточная настойчивость, вы будете пытаться, то в конечном итоге вы сможете достичь цель. As we said, the goal should be very sensible and also not too many kilos and with quickly to lose weight. The goal should be very sensible, a simple way, and I want to lose in next 3 months 2 kilos or next 1 month half kilo, like that. The goal should be like that. И также ваша цель, она всегда должна быть правильная. То есть не то, что вы хотите сразу на 10 килограмм похудеть за 2 недели. Нет, он говорит, сделайте себе правильную, достижимую цель. Например, полкилограмма за 2 недели или килограмм за 3 недели. То есть сделайте и поставьте себе реальную, достижимую цель. And then once you reach the goal, naturally you feel contented. So contentment is very natural. Как только вы достигнете цель, естественный результат – это удовлетворение. So here, some ideas to keep your motivation up. Некоторые идеи по тому, как поддерживать вашу мотивацию. Learn to accept self. That means that is yourself. Nothing to do with anybody. Even though they have comments or anything on your weight, but just appreciate yourself. How good you are, how good mind you are, how good body you are. So learn to accept yourself. First thing. Первая идея – научитесь принимать себя.
Конечно же, вокруг всегда есть люди, которые дают вам какую-то оценку, но совсем не обязательно принимать их оценку на первое место. Научитесь оценивать себя сами, насколько хорош у вас ум, насколько хорошее у вас тело. Просто принимать себя. Focus on positive, not negatives. Фокус больше на позитивных мыслях и позитивных действиях, не на негативе. Develop a mindset. Mindset means thinking right is most important. Также развивайте правильное умонастроение или вот чтобы ваш ум был в правильном направлении. What does it mean, mindset? Mindset means, as we said, a positive mindset. Ага. Позитивное направление – это и есть правильный настрой ума. Then next, set goals. Without goals, you cannot be motivated. So make a goal, but you should be sensible and also, as we said, it should be easily to. Итак, ставьте себе цели. Без целей у вас не будет мотивации. Ставьте себе цели, которые достижимы и которые правильные, и тогда у вас будет мотивация. Slide shows body fat distribution, pears versus apples. So this is the two types of accumulation of fat. Распределение жира в теле – это два типа распределения жира в теле. Есть люди, которые похожи на груши, и люди, которые похожи на яблоки. Some people develop lower body weight and some people develop upper body weight. Некоторые люди склонны к развитию жира именно в нижней части тела, некоторые люди склонны к развитию жира в верхней части тела. What is now in the modern healthcare providers are concerned not only with how much fat a person has, but also where the fat is located. That's the most important thing. Сейчас современные провайдеры здоровья, они говорят, что важно знать не только количество жира в организме, но также где этот жир расположен, накоплен. So here if we see common thing, women typically collect fat in their hips and lower pelvic area, and they look like pear shape, and usually build up fat around their bellies, and they look like more apple shape. But vice versa also can happen, but naturally this is the state. Он говорит, что естественно для женщин накапливать жир больше в нижней части тела, это где бедра, это низ живота, и тогда женщины похожи больше на грушу. А для мужчин больше склонность накапливать жир в верхней части тела, и они тогда похожи на яблоко. Конечно, бывают исключения, но это больше естественная тенденция. So, see, as we said, pear shape is developing fat in the hip area. As we already, in the first slides we mentioned, men 40 inches and women 35 inches, above that. I cannot hear you very well. Read that paragraph. All right. Женщины, как правило, накапливают жир на бедрах и ягодицах, что придает им форму груши. Мужчины, как правило, накапливают жир вокруг живота, что придает им более яблочную форму. Конечно, бывает у некоторых мужчин и грушевидная форма, и у некоторых женщин яблочная форма, особенно после менопаузы. Если вас... Last paragraph I didn't read. Okay, that is what we said in the pear shape means the fat developing in the hip area is more prone to obese. So if hip area for women more than 35 inches is prone to obesity. If hip area fat is the more than hip is measurement will be more than 40 inches in men are prone to obese. So the lower
deposition of fat is much more prone to obesity. But lower deposition of fat is mostly in the women compared to men. Мгм. И что хотел бы доктор сказать, что именно накопление в нижней части тела, в нижней части туловища более опасно для проблем с ожирением. То есть у вас больше рисков возникновения проблем, связанных с ожирением. И то, что мы говорили ранее, если у женщин талия более 89 сантиметров и у мужчин более 100 сантиметров, то у них очень высокий риск заболеть ожирением. Некоторые общие рекомендации по контролю над весом. Speak a little bit more loud. What is mainly easy solutions? There is no easy solution to weight problem, but a healthy, active lifestyle, positive attitude, and good eating habits from an excellent foundation. These are the excellent foundation. И некоторые люди спрашивают, есть ли какие-то простые решения для проблем с весом. Таких простых решений не существует, но существует здоровый, активный образ жизни, позитивное отношение и хорошие здоровые привычки в питании. И это формирует прекрасную основу для нормального веса. Another important point in the daily routine, do activities which brings happiness to you and which brings nourishing your mind and body. The activity. Очень важно определить для себя такой вид активности, который вы любите, который приносит вам ощущение счастья, который питает ваш ум и тело. The minimum exercise every day should be 20 minutes, minimum. Минимальное время для упражнений – это самое минимальное, 20 минут в день, каждый день. Try to use a physical activity whenever it is possible. For example, taking stairs rather than taking elevator, or walking up to the rail station, or walking up to the office, walking up to the school, taking your child, taking your dog. So try to use all these opportunities for physical activity whenever you get in the daily routine. Старайтесь использовать любую возможность для того, чтобы создать себе физическую активность. То ли вы можете пройтись по ступенькам вместо того, чтобы проехать в лифте, то ли вы можете пройтись пешком до места работы или до железнодорожного вокзала или до остановки. То ли вы можете просто провести своего ребенка в школу, то ли вы можете пройтись прогуляться с подругой или с кем хотите, но используйте любую возможность для активности. Try to cut your television time less than 5 hours in 1 week, not every day 5 hours, less than 5 hours in 1 week. Пожалуйста, сокращайте время перед телевизором до 5 часов или даже меньше в неделю. Это не меньше 5 часов в день, а меньше 5 часов в неделю. So also, next point is very important, next slide. Maintaining a food diary. That means eating, what are your eating habits, which foods are causing weight, which foods are more having calories, and what are the foods you are depending on them. So what are the foods which is changing your mood. All these details you should write in a food diary so that you understand how this food is affecting your weight and your mood and your energy and your metabolism. This is very important to know. Очень важно знать, какую пищу вы кушаете. Очень важно знать свои привычки в питании. Для этого можно вести пищевой дневник, записывать все, что вы кушаете, для того, чтобы вы потом могли понимать, какая же пища создает вес, какая пища содержит чрезмерные калории, от какой пищи вы больше зависите, привязаны к какой пище, какая пища меняет ваше настроение. Для того, чтобы вы могли потом понимать больше свою связь себя с пищей,
для того, чтобы вы могли понимать, какая пища дает вам больше энергии и какая пища улучшает ваш метаболизм. Next point is very interesting point. This is also Ayurvedic concept. First thing is most important thing. Losing weight is about being healthy, not about appearance. This is the most important point. Most people try to lose weight because appearance. That's completely no beneficial for health. И очень важный ведический принцип в том, что вес должен быть связан с состоянием вашего здоровья. Вес не должен быть связан с вашим внешним видом. Внешний вид и ваш вес и состояние похудения – это не самое важное. Самое важное – вес и состояние вашего здоровья. Похудение нужно для вашего здоровья, не для внешнего вида. First, as we said, respect yourself. When you respect yourself, when you love yourself, then it is very easy to succeed with a weight loss regimen. So that's most important thing. Don't criticize yourself. Don't feel bad about you to lose weight. So first respect your appearance, yourself, your body, and then it is very easy to lose weight. Очень важно уважать себя, очень важно любить себя, не критиковать себя, не чувствовать плохо себя по поводу своего внешнего вида, а просто уважать и любить себя, свое тело и свой внешний вид. Тогда вам будет очень легко похудеть. Next one also very important. Be reasonable and realistic. Want to lose 40 kilos, some people thinking. Want to lose 30 kilos, some people thinking. Or some people thinking, I want to lose, every day 1 kilo. These are not reasonable. Losing weight should be reasonable and realistic. Should be realistic. Anything which is reasonable, naturally it is realistic. Unreasonable, it's not realistic. И также то, что вы думаете, оно должно иметь здравый смысл. То есть здравый смысл и быть реалистичным, потому что там, где есть здравый смысл, это уже автоматически это реалистичное желание, потому что если вы хотите на 40 килограмм похудеть сразу, это не имеет ни здравого смысла, это также нереалистичное желание. Another important point, next point. People should think, are they feeling good health? Are they feeling happy? Are they feeling comfort inside their physiology? That is the most important thing. Not looking others, I want to keep this much weight, that much weight, and that is not a right thinking. They should feel comfortable, that's the most important. Очень важно в вашей цели похудеть, вы должны понимать, что самое главное ощущение, которое вы должны испытывать, это здоровье, это ощущение здоровья, счастья и комфорта. Вы не должны сравнивать свой вес с кем-то еще, или вы не должны худеть для того, чтобы выглядеть как кто-то. А все-таки основные критерии для похудения – это ваше здоровье, ваше счастье и ваш комфорт. Next. First aim to lose 10% of your weight. 10% of weight. A 10% loss of body weight will have an impact on your health and will improve your health risk profile. Будьте благоразумны и реалистичны в своей цели сбросить вес. Какая бы цель ни была, она должна быть разумной. Люди с умеренными проблемами веса, возможно, никогда не будут такими же худыми, как некоторые из их друзей. Но они могут держать себя в форме и при этом быть здоровыми благодаря диете с низким содержанием жиров и физическим упражнениям. Suppose if you are 10 kilos overweight, so the first goal is losing 1 kilo. Например, если у вас 10 килограмм лишних, первая ваша цель, первый шаг – это похудеть на 1 килограмм, 10% от лишнего веса. It is reasonable and it is realistic. Naturally,
accomplished and naturally contented. You feel motivated. Это цель похудеть на 10% лишнего веса. Эта цель, она имеет здравый смысл и она реалистична. Эту цель очень легко достичь, и она даст вам удовлетворение. So then if you keep that same of 1 year, that means whatever you lost, that 2 kilos, if you keep that loss, not getting back up to 1 year, then set another 10% next year. И если то, что вы похудели на 1 или 2 килограмма, вы сможете удержаться в этом весе в течение 1 года, тогда дальше через год ставьте себе следующую цель – похудеть еще на некоторое количество. So that way, these are the some of the points. So today we will finish up to here, and then continue part 2 with more Ayurvedic perspective of weight loss and other principles and some tips how to lose weight. We will continue. На этом слайде мы сегодня закончим наше представление о похудении. Это была всего лишь первая часть нашей большой темы похудения. Со следующей части мы начнем рассказывать вам больше именно аюрведические подходы, как похудеть с помощью аюрведы. Сейчас мы хотели бы послушать ваши вопросы. Теперь вы можете писать свои вопросы в чат. Now we can ask questions, yes? Now we can give some time for questions. Наш доктор сейчас отключился, и, скорее всего, мы рассмотрим все вопросы, которые вы сейчас написали, мы рассмотрим их на следующий раз. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему вебинару ровно через неделю. Ровно через неделю, в следующий четверг, у нас будет вторая часть продолжения нашего вебинара про похудение. И на втором вебинаре мы ответим на все ваши вопросы с этого вебинара и со следующего вебинара. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. До новых встреч. До свидания.